Рестайлинг BMW X5. Что изменилось в экстерьере и интерьере? Разные цвета, разные комплектации, разные двигатели. Все это здесь, на нашем канале, с Томасом в 4К, на весь экран и в полном объеме. Поехали! Наиболее заметным изменением являются фары, которые имеют стреловидную форму дневных ходовых огней и представляют собой базовые светодиоды. В качестве альтернативы также доступны адаптивные светодиоды с синими акцентами по бокам. BMW утверждает, что они работают почти так же хорошо с технологической точки зрения, как и лазерные фары, а также заменяют их. Еще одна проблема заключается в том, что лазерные фары также были запрещены в США из-за правил отношений дальнего света. С точки зрения освещения, рамка вокруг ноздрей остается неизменной, но теперь вы можете опционально получить знаковое свечение. Ноздри освещают изнутри, при включении основных фар. Здесь также присутствует отделка X-Line со светлой рамкой, также в нижней части. X-Line теперь всегда входит в стандартную комплектацию. Еще немного стандартного оснащения. И если вы предпочитаете более темный или спортивный вид, пакет M-Sport для вас. Ниже вы можете увидеть прямоугольный стиль для всех моделей X5 с этим элементом и формой здесь. И еще одна новая особенность освещения — поворотники или аварийка. Они не только делают тик-так, 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 но и имеют этот пульсирующий эффект, подобный биению сердца, с этой функцией угасания. Всегда заменяют дневные ходовые огни. Длина составляет 4 метра 94 сантиметра или 194 дюйма. Базовая отделка X5 с X-Line включает хромированные рамки вокруг окон, более классический стиль и колеса 19 до 22 дюймов. Это 21-дюймовые колеса. Подзаряжаемый гибрид имеет особый элемент сбоку. Обычно вы также получаете эти кроссоверные колесные арки, а в пакете M-Sport они будут в цвет автомобиля. Также в пакете M-Sport с Shadow Line вы получите темные рамки вокруг окон, а также черные крышки зеркал для более зловещего вида, если захотите. Что касается подвески, то базовая будет адаптивная. Вы можете получить адаптивную M-подвеску с пакетом M-Sport или M60i. Это означает более спортивную, более жесткую подвеску или опциональную пневматическую подвеску. Пневматическая подвеска также входит в стандартную комплектацию, если вы выбираете гибрид. Также плюсом является то, что световая подпись различима как на переднем, так и на боковых профилях, и взглянем на небольшой элемент дизайна сзади. Кстати, вы также можете получить рулевое управление задней осью. Задние колеса поворачиваются в направлении, противоположном передним, что обеспечивает лучший радиус поворота. Новый рестайлинговый дизайн задней части. Изменили задние фонари. И вы можете видеть, что левый и правый фонари образуют букву X. Очень интересно. А также, если посмотреть на них по отдельности, они имеют более скульптурный стиль, так сказать. Эффект пульсации сзади возникает при включенном поворотнике. На левой стороне, кстати, вы можете увидеть небольшую часть поворотника. Это всего лишь предсерийная модель. И этой недоработки не будет в серийной модели. Это подзаряжаемый гибрид и X-Line, или базовая отделка. Также имеет контрастную нижнюю часть. Она всегда есть в стандартной комплектации каждой модели. В пакете M-Sport вы получите более спортивный вид. А здесь... Это дело для полиции по поддельным выхлопам? Проголосуйте в комментариях. Наш автомобиль в цвете Nardo Grey. Очень интересно. Также можно увидеть дневные ходовые огни рестайлинга. В пакете M-Sport Pro темное обрамление вокруг ноздрей, которое блестит изнутри. В пакете Performance Parts также входит дополнительное углеродное волокно, которое расположено внизу. Прокомментируйте, считаете ли вы это излишним или нет. И здесь вы также можете увидеть эти воздушные сапоны сбоку. Здесь видно, что воздух действительно проходит через них. Как видно здесь, в пакете M-Sport, в боковом профиле, мы видим колесные арки в цвет автомобиля. Несомненно, это очень элегантное решение. Самые большие колеса, которые можно найти диаметром 22 дюйма. Кроме того, пакет M-Sport также добавляет черные рамки вокруг окон. Кроме того, глянцевая отделка Shadow Line дополняет пакет M-Sport, а пакет M-Sport Pro получает Extended Shadow Line с еще большим количеством черных акцентов, как мы видели на ноздрях. Вот такая новая логика. Кстати, именно сюда происходят все поставки автомобилей. BMW Welt в Мюнхене.
Поэтому, когда вы приходите сюда, чтобы забрать свою машину, первое, что вы можете сделать, это прогуляться по этому огромному зданию. На заднем плане также есть несколько крутых автомобилей, которые уже ждут своих клиентов. А еще можно увидеть окрестности нашего места съемки. Это знаменитое здание 4-цилиндра BMW. Это здание, конечно же, находится в Мюнхене, рядом с музеем BMW. Брелок маленький и легкий, в цветах M-модели. Вы получаете его в пакете M-Sport. А звук закрывающейся двери. Очень приятный звук. Кроме того, зазоры очень достойные. Так называемый Шпальтмассе в Германии. Послушайте и повторите. Шпальтмассе. Внутренняя карта двери. Также доступна в светлом стиле. Довольно круто. И еще, как вы можете видеть прямо здесь, за рулем будет установлен изогнутый экран. Более подробная информация в ближайшее время. До рестайлинга сиденья Sensafin впервые появились здесь на несколько месяцев ранее. Стандартной комплектации. Это совершенно новый материал, являющийся усовершенствованием Sensatec и не содержащий материалов животного происхождения. И как видите, здесь есть перфорация. Выглядит высококачественно, а также протестировано на прочность. И как вы видите, новые сиденья Sensafin также доступны в черном цвете, если вы предпочитаете более тонкий или темный стиль. Та же структура, та же эргономика. Просто темный цвет также выглядит круто. Таким образом, вы сможете избежать 85% выбросов СО2, убрав из салона материалы животного происхождения. И здесь нет никаких недостатков. Они действительно дышащие. Они имеют перфорацию. И также доступны в сочетании с вентиляцией сидений. И они очень удобные. Очень мягкий материал. Как я упоминал ранее, компания использует испытательные стенды в Мюнхене для оценки долговечности материала, а также других, более традиционных материалов для сидений. И да, они очень удобные. Посадка в вертикальном положении. Командная посадка в X5. А мне при моем росте 1,89 м места над головой хватает. Этот автомобиль имеет панорамную крышу, которая может быть открыта и имеет красивую подсветку. Вид от первого лица. Это обычный руль. Руль M-Sport совсем другой. И по-прежнему есть настоящие кнопки. Справа также для регулировки громкостей. А еще здесь новый изогнутый экран. Левая сторона 12,3 дюйма, правая сторона 14,9. Давайте посмотрим поближе. Кроме того, качество экрана выглядит шикарно. Но потом, подождите минутку. А где управление климатом? Да, как в BMW X7. Теперь оно переходит на экран. Здесь теперь можно управлять климатом. По крайней мере, управление всегда остается на одном и том же месте. В информационно-развлекательной системе мне очень нравится этот трехмерный вид с цветом Blue Ridge Mountain. Blue Ridge Mountain, three-dimensional view. Здесь можно увеличить изображение. Посмотрите на это. Включая новые фары. Также отличное разрешение. Думаю, дети будут заниматься этим весь день. Согласны? Теперь давайте посмотрим на это. Главное меню. Вы также можете иметь такое главное меню. Но вы должны спросить себя, какие приложения мне действительно нужны. Потому что это может быть... Это немного перебор. Однако интеграция с Apple CarPlay в этом беспроводном режиме быстрее и надежней, как и с Android Auto. И здесь, кстати, система Harman Kardon, аудиосистема. И мне также нравится звук. Кажется, эта система всегда подходит BMW. Звуковые системы Harman Kardon, скажем так, басовитые. Как следствие, они идеально подходят для электронной музыки. Я так считаю. Кстати, вот, он даже показывает, когда вы включаете поворотники. Мило. А как насчет голосового управления? Эй, BMW, отвези меня в Мюнхен. Я в Мюнхене, что очевидно. Минутку. Давайте посмотрим, что она делает. Вот результаты для ознакомления. Да, это работает. В цифровых приборах можно увидеть встроенный навигатор. Однако, как вы можете видеть, когда я запускаю Apple Maps в CarPlay, он сразу же меняется на этот вид карты. Также доступен полноэкранный режим. Действительно круто. Действительно. Теперь это возможно с BMW OS 8. Вы также можете разместить здесь различный контент. Конечно, такой вид карты действительно полезен. В Google Maps он работает с Android Auto, но только в этих двух комбинациях. То есть Android Auto использует Google Maps, а Apple CarPlay — Apple Maps. А на проекции вы также можете переключаться между различными видами. Люди наблюдают за этими крутыми автомобилями BMW здесь, в BMW Welt в Мюнхене. Новая панель с подсветкой находится прямо здесь. Надпись X5. И она также меняется с окружающим освещением. Вот так. Не очень круто, не так ли?
Однако по-прежнему есть ручной регулятор громкости. Вот, посмотрите на эту деталь. Центр приборной панели имеет красивый сетчатый дизайн. И она также оснащена новой системой управления вентиляционными отверстиями. Таким образом, вы закрываете или открываете его. И он имеет это, вроде как, плавающее управление. Это декор из натурального дерева. И вы можете получить различные элементы декора. А под ним вы можете увидеть подсветку. Вы также можете получить подогрев и охлаждение подстаканников. Конечно, синий цвет означает охлаждение, а красный — нагрев. Я бы хотел, чтобы площадка для индуктивной зарядки была вентилируемой, как в новых моделях BMW. Но здесь этого не сделали. Кстати, очень приятно видеть, как окружающее освещение продолжается здесь, на центральной консоли. Мне нравится, что я все еще могу управлять информационно-развлекательной системой с помощью этого контроллера iDrive. А это также опциональный пакет с хрустальным внешним видом для рычага переключения передач и контроллера iDrive. Вы можете увидеть это здесь, в деталях интерьера. И если вы спросите себя, ослепляет ли это вас иногда? Вот и ответ. Комфорт пассажиров на заднем сиденье также на высоте. Кроме того, у человека моего роста достаточно места над головой, хорошая панорамная крыша. Пространство для ног подходит для 4-5 высоких взрослых. Это не проблема на самом деле. Но на самом деле здесь не изобилие пространства. Кроме того, в задней части автомобиля нельзя регулировать угол наклона. Это, кстати, для развлечений на заднем сидении. И можно прикрепить держатель для iPad или чего-то подобного. Посадка посередине здесь вполне нормальная. Достаточно просторно, только немного жестковато. Опять же, ткань, используемая для сидений, действительно высокого качества. В X5 есть это типичное раздельное открывание, и я всегда называю его дверью для пикника, потому что это действительно классная функция. Возможно, во время летней поездки, когда вы сидите рядом и любуетесь закатом, или в подобных обстоятельствах. Также впечатляет его ширина. Она на самом деле длиннее метра, составляет 1 метр 10 сантиметров или 44 дюйма. Вполне практично. Длина здесь чуть меньше метра или 40 дюймов. В багажнике может поместиться 650 литров. Этот подзаряжаемый гибрид получает только 500 литров. Но это не потому, что они отличаются по высоте. Высота на самом деле очень хороша для X5. И здесь она составляет около 76 сантиметров или 30 дюймов. Просто внизу у вас немного меньше места. Но все же есть место для кабеля зарядки. Одна вещь, которой не было уже несколько месяцев, еще до рестайлинга. Это возможность складывать сиденье отсюда. Вы должны взяться вот так или обойти. И они складываются практически ровно. Однако это связано с некоторыми проблемами с поставками. Мы знаем об этой теме. Но когда компания не смогла найти поставщика на замену, она объявила: «Хорошо, мы просто отменили эту опцию». Для такой дорогой машины это кажется немного халатно. А общая длина составляет примерно 1 метр 70 сантиметров или 68 дюймов. А здесь у нас другой интерьер. С рулем M Performance Parts. Алькантара слева и справа выглядит круто, а также имеет лучший хват. Двигатели. 40i — это чисто бензиновый рядный 3-литровый 6-цилиндровый двигатель, который разгоняет автомобили за 5,4 секунды и выдает 380 лошадиных сил. Подзаряжаемый гибрид 50E был в автомобиле цвета Blue Ridge Mountain. С ним автомобиль немного быстрее. Он разгоняет автомобиль менее чем за 5 секунд. Имеет батарею емкостью 26 киловатт-часов и может проехать около 100 километров или 60 миль на чистом электричестве. Также доступен 3-литровый рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель. А еще есть модель M60i, как для X5, так и, например, для X6. Тогда у вас также будут особые новые ноздри в прежнем стиле M-Competition. И этот 4,4-литровый V8 будет иметь показатель разгона в 4,3 секунды или еще более быстрый разгон при 625 лошадиных силах в полноценной M-модели. Что вы думаете об этих изменениях рестайлинга? Давайте обсудим в комментариях. Да, мы теряем ручную регулировку климата, но получаем более новые технологии программного обеспечения, а также более современный экран и так далее. Таким образом, есть как плюсы, так и минусы. Но в целом, я думаю, что рестайлинг очень хорош. Визуально, я думаю, что экстерьер до рестайлинга и после него выглядит хорошо. И это определенно один из лучших автомобилей в этом сегменте. У нас также был автомобиль серого цвета Matte Grey модели BMW X7. И это было довольно крутое видео с рестайлингом. X6, купеобразный брат этого внедорожника, также получает рестайлинг. Смотрите обзор прямо сейчас.